Всем привет, друзья! Давайте приготовим очень вкусные, воздушные, ароматные булочки синнабон. Делать булочки мне помогает мой лучший помощник. Для этих булочек я взяла вот такие ингредиенты. Также весь список можно найти, как всегда, внизу в описании под видео. Ну что ж, начинаю готовить. К просеянной муке, здесь приблизительно 480 грамм, добавляю сухие дрожжи и перемешиваю. Отдельно к яйцам добавляю сахар и соль и также немного перемешиваю. В миске с мукой делаю углубление. Перемещаю сюда яйца, теплое растопленное сливочное масло и теплое молоко. Но очень теплое нельзя, так как дрожжи испортятся и не будет реакции. Добавляю 1 ложку меда, чтобы булочки дольше оставались мягкими. Перемешиваю ложкой и продолжаю частями вводить муку. Перемешиваю ложкой до тех пор, пока это удобно. Затем тесто перемещаю на стол и вымешиваю руками. Чтобы не забить тесто, стол большим количеством муки припылять не нужно. Добавляем муку постепенно. Тесто не должно стать тугим, оно должно быть мягким и немного липнущим к рукам. Теперь руки можно смазать растительным маслом. Формирую из теста колобок и перемещаю в миску, которую я тоже смазала растительным маслом. Накрываю полотенцем и ставлю тесто в разогретую духовку до 40 градусов на 1 час, чтобы оно поднялось. Прошел час, и мое тесто увеличилось в объеме минимум в 2 раза. Вымешиваю его 20-30 секунд. И чтобы не растягивать тесто руками, с помощью каталки быстро раскатываю небольшой прямоугольник и складываю тесто конвертиком. И так оставляю его отдохнуть на 20 минут. Накрываю миской, чтобы не заветривалось. А пока для начинки перемешиваю сахар и молотую корицу. Ну вот, мое тесто созрело для работы. Припыляю стол мукой и теперь раскатываю из него прямоугольник размером приблизительно 50 на 50 сантиметров. Готово. Теперь мягкое сливочное масло размазываю рукой по тесту, не доходя 2-3 сантиметра до одного края. Сверху посыпаю сахаром и корицей. Теперь аккуратно скручиваю все тесто в рулет. Стараюсь сделать это плотненько, но не сильно туго. Край теста защипываю пальцами, делая шов. Для удобства разрезаю пополам. И дальше весь рулет я делю на 12 частей. Лучше всего при этом использовать очень острый нож и плавными движениями разрезать на кусочки. Противень я устелила пергаментной бумагой и теперь буду выкладывать туда булочки. Дно каждой булочки я обмакиваю в муку и выкладываю их друг возле друга на небольшом расстоянии. Так как они еще будут подходить и увеличиваться в размере, то им нужно место, куда расти. Каждую булочку теперь приминаю рукой, чтобы они стали шире и поднимались не только вверх, но и в ширину. Накрываю целлофаном, затем полотенцем и отправляю также в разогретую духовку до 40 градусов на полчаса. Пока булочки подходят, сделаю помадку.
Для этого соединяю мягкое сливочное масло, сыр маскарпоне, сахарную пудру и несколько капель ванильной эссенции. Все хорошо перемешиваю. Прошло полчаса, мои булочки хорошо поднялись. Теперь отправляю их выпекаться в разогретую духовку до 180 градусов на 20 минут. Мои булочки Cinnabon уже готовы. Даю им остыть и слегка теплыми намазываю их помадкой. Первый раз смазываю булочки для того, чтобы пропитались слои. Для этого использую приблизительно половину своей помадки. Через 10 минут булочки смазываю второй частью помадки. Очень удобно при этом использовать именно кисточку, вот такую, как у меня примерно. Эти булочки получились такими вкусными, что в моем доме они исчезли просто со скоростью ветра. И, конечно, друзья в этом помогли и остались в восторге. Булочки получились мягкие, воздушные, пропитанные вкуснейшей помадкой, а также ароматом корицы. Очень рекомендую вам приготовить такие булочки и порадовать семью и друзей. Надеюсь, мое видео вам понравилось или было чем-то полезным. И если это так, ставьте лайк и не забудьте подписаться. Оставьте свой отзыв в комментарии или напишите, как вы делаете такие булочки. Я обязательно прочитаю и отвечу. На этом все, друзья. Желаю вам всего самого доброго и самого вкусного. С вами была Оксана. До следующих новых выпусков. Пока-пока.